Всем доброго времени суток, канал Masters of Body вас приветствует, и мы продолжаем наш цикл массонаборных мощнейших тренировок, и сегодня у нас на очереди бомбежка дельтовидных мышц. Поехали! Как всегда по плану кардиоразминка, мы ее никогда не пренебрегаем. Далее разминка суставов, тем более плечевой пояс, локти, кисти. В процессе любой тренировки никогда не забывайте о поясничном отделе. Можете делать больше, можете меньше. Мы не всегда показываем, но это важно. А первый сет, первое упражнение сегодняшней тренировки — это задняя дельта в тренажере, задняя дельта машина. И вторая часть этого сета будет жим гантелей сидя. Почему именно это упражнение? Тренажер мягкий, безопасный. Начинаем наполнение заднего массива. Налив кровью мощный. Это позволит хорошо разогреть сустав. Как я уже сказал, безопасно, вполне легким весом. Выполнять будем 3 подхода по 15 повторений. Вторая половина первого суперсета — жим гантелей сидя. Как я уже сказал, первый подход, совсем небольшой вес, выцеливаем мышцу, разогреваем сустав. Так как у нас будет 3 подхода, то наибольший вес будет аж в третьем подходе. Почему? Потому что потом будет более серьезное упражнение на тот же пучок. Виталика первый подход. Хорошо вырисовывает технику, амплитуду. Обратите внимание. Вот его задняя дельта. Вот она в работе. Слишком далеко не обязательно заводить. Дальше у нас начнется включаться низ трапеции ромбовидная. Но это не страшно. Для первого упражнения, для максимального разогрева, для пампа это нормально. И глубокий выдох. Теперь, что касается угла наклона скамьи. Для каждого он будет быть немножко индивидуален. Кто-то во избежание травматизма плечевого пояса ложится чуть побольше, это градусов 70-80. А у кого-то гибкость плечевого пояса более податливая, и человек может сидеть ровнее. Это индивидуально. Главное в этом упражнении правильная траектория, очень плавный темп. И избегайте здесь именно больших весов. 3 по 15. Первый подход, ребята, размялись. Второй промежуточный, слегка увеличив веса, также хорошо прошел. И вот мы подошли к пиковому третьему подходу, который, несмотря на то, что это упражнение, этот сет считается разминочным, но мы выполняем с максимально возможным весом. Плавная техника, ровное дыхание, полная концентрация. Не уменьшая количество повторений. 15 в тренажере, 15 с гантелями. Первый подход жима гантелей Андрей выполнял с весом 16 килограмм, второй был 24 и третий 30-ки. В последнее время очень часто жимы гантелей выполняют в усеченной амплитуде, не доводя до центра. Почему мы делаем именно так? Объясняю. То есть первые упражнения мы максимальную амплитуду задействуем для того, чтобы полностью вырисовать всю переднюю дельту. Вес податливый, да, 15 повторений. С большими весами эта техника не зашла бы, но так как Андрей и Виталик в состоянии сделать своими рабочими весами 15 повторений, то и вес приличный, амплитуда максимальная. Виталик третий подход. Первый был 12-килограммовыми гантелями, второй 16 и третий 20-очки. Четко вырисовывает треугольник, внизу растянул, вдох, выдох к центру свел. В последующем, когда мы будем работать со штангой, там, конечно, веса будут побольше,
читинг, пампинг, помощь напарника также будет более ощутимой. Итак, второе упражнение очень мощно. Классика, база, жим штанги, сидя с груди. Обратите внимание, работаем в этой силовой раме. В ней максимально удобно штангу самостоятельно брать и самостоятельно ставить без лишнего ненужного риска для плечевых суставов. Всего у нас будет 5 подходов. 12, 10, 8, 8. Два основных, самых тяжелых. И в конце с меньшим весом 10 раз. Сейчас ребята выполнят по 12 повторений. Второй подход. Добавили веса слегка. Ребята выполнят по 10 повторений. Итак, пришло время пиковых двух подходов. Это вот третий, четвертый подход. Выполняем по программе максимально возможным рабочим весом с помощью напарника. Андрей одел кистевики. Также можно бинтовать локти. Выполняем приблизительно по 8 повторений. Если чуть меньше, будет не страшно. Если чуть больше, можно еще добавлять веса. И напарник старается и помогает. И новые ощущения для Виталика. С такими весами он еще не работал в таких связках, в таких программах. Но, как видите, благодаря своему тренеру, благодаря опыту работы небольшому с нами, у него все неплохо получается. Последний, пятый подход. Как видите, мы слегка уменьшили рабочий вес. Ребята друг другу помогают, и выполнив его уже не по 8, не по 6, а 10, можно даже 12 повторений. Все зависит от вашей кондиции. Сильно устали, не тянем, хватит и 10. Чувствуете, что можете добавить пару повторений, сделайте. Подход не должен быть последний холостым, пустую, с какой-то недоработкой. Третье упражнение. Протяжка. Переднюю дельту мы закончили. В принципе, побомбили хорошо. Средняя, задняя разогреты. И теперь жимовые мышцы слегка отдохнут, если это можно так сказать. А средний пучок активно включаем в работу. Ширину хвата каждый спортсмен определяет под себя. Основополагающий критерий – это плавная, правильная техника, максимально возможный при этом рабочий вес и возможность выполнить в таком качестве 3 подхода. Как видите, вес ребята берут небольшой, потому как после первых 2 сетов дельты получили очень сильное утомление. И, как я уже говорю, во избежание травм ненужных, во избежание неправильно выполненного упражнения, за весом здесь мы уже не гонимся. Но помните, упражнение базовое, второй подход может пойти с большим весом, а иногда даже третий. Поэтому не стесняемся, экспериментируем. Взяли больше, хорошо. Не пошло, сделали меньшим весом, также красиво, добили, прибили. Вот, Виталик красиво выводит локти. Высоту подъема также каждый спортсмен определяет для себя. Но, как видите, мы не рекомендуем поднимать штангу выше солнечного сплетения. Локти по возможности выводим вперед. Правда, Андрея закачанный плечевой пояс это не позволяет. Но если вы будете сильно высоко задирать штангу, это негативно скажется на суставах, на ключице. И
таких 3 подхода по 12 повторений позволят нам плавно и целенаправленно перейти к следующему упражнению, которое будет с гантельками. И следующее упражнение, ничего нового, ничего военного, подъемы с гантельками в стороны от бедра. Когда мы делали протяжку, локти выходили больше вперед, а теперь уставшими дельтами, небольшим весом, смотрите, как Андрей вырисовывает. Пым. Вот она какая красивая. И пым. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Гантелька чуть ниже локтя. Постоянно. И еще чуть-чуть. И таких мы выполним 3 подхода по 12 повторений. Итак, после того, как мы проработали средние дельты, переходим, конечно же, к задней. И выполняем мах, или даже можно назвать ее тягу гантели одной рукой в наклоне. Благодаря тому, что делаем одной рукой, благодаря тому, что имеем хороший упор, вес будет для задней дельты максимально возможным. И таких мы выполним 3 подхода по 10 повторений. Итак, как видели, Андрей сделал левой рукой, теперь Виталик делает левой рукой. В этот момент Андрей отдыхает. Потом также подключаем правую, то есть более сильную. Вот. Внизу небольшой замах допустим. Вот мы растянули и вывели. Но движение вниз более подконтрольное. А движение вверх, да, допускает небольшой читинг. Благодаря именно такому приему мы сможем взять максимально возможный рабочий вес. Вот она, бомба. А следующим упражнением полирнем и слегка ее добьем. Итак, последнее упражнение. Махи с гантелями в наклоне, 2 руками. Обратите внимание, локоть мы не доворачиваем. Таким образом мы хотим проработать соединение задней и средней дельты. То есть вот весь этот пучок. В предыдущем упражнении мы акцентированно цепляли заднюю, а теперь задняя а-ля средняя вместе не спеша прорабатываем. И в завершении, как я уже сказал, 3 подхода по 10 повторений. Медленно, красиво. Смотрите, какая дельта красивая. Вот задняя. И вот подключается чуть-чуть среднее соединение. Четко, невысоко, акцентированно. Веса, естественно, уже небольшие. Большой вес был в предыдущем, а здесь очень-очень податливый. И по итогу мы получили по 2 упражнения на каждый пучок. Полноценная тренировка. Дельтовидной. В протяжке также поучаствовал бицепс, а в жиме штанги и в жиме гантелей поучаствовал трицепс. Здравствуйте! Канал Masters of Body снова вас приветствует. И тема сегодняшней тренировки будут, конечно же, руки. В окончании нашего периода массонабора мы прокачали плечи, спину, грудь, дельты. И, конечно же, не обойдем вниманием ваши бицепсы и трицепсы. В чем суть сегодняшней тренировки? Несмотря на то, что это все как бы односуставные упражнения, мы начнем с многосуставных, такого как жим узким хватом и тяга вертикального блока. Нальем хорошенечко торс. Далее суперсетами будем работать. Что это нам даст? Прокачивая бицепс, будем прокачивать трицепс. В этот момент
Бицепс будет отдыхать, трицепс активно включаться. Это никак не повлияет на уменьшение рабочих весов, то есть веса будут предельно возможные, что мы вам и рекомендуем, что будет указано в описании к этому ролику и в программе, которая прилагается. Вот. Поэтому тренировка будет сжатой в районе часа, интенсивной, с хорошими рабочими весами и, значит, максимально эффективной. Поехали! Поехали. Итак, друзья, первый суперсет сегодняшней программы. Тяга вертикального блока обратным хватом. И второе упражнение в сете будет жим узким хватом горизонтальный. Как мы уже говорили, в этом упражнении мы не только разогреваем бицепс, прокачиваем хорошо, а и наливаем весь торс. Во время жима у нас помимо трицепса включаются грудные, дельты, а во время тяги проработали весь верхний массив спины. Это сделает хороший фундамент, нальет ваш торс кровью, разогреет максимально и даст хорошей базе для выполнения последующих тяжелых упражнений с тяжелыми рабочими весами. В итоге таких сетов мы выполняем 3. В каждом упражнении делаем по 15 повторений. Это позволит суставы нагружать очень мягко, а мышцы получат колоссальный налив, хороший разогрев. Второй суперсет сегодняшней программы. Французский жим со штангой лежа. Для этого мы используем ровный гриф, потому что в последующем сете будут EZ гриф. Но сейчас берем ровный. И вторым упражнением будет бицепс со штангой стоя, также ровным грифом. Выполним 3 подхода по 12 повторений. Французский жим можно делать 12-15 раз. А бицепс можно делать от 8 до 12 повторений. С каждым последующим подходом можно увеличивать рабочий вес, но не в ущерб технике. Пиковое сокращение вверху, полностью подконтрольное движение вниз. Читинг допустим в последнем подходе. Обратите внимание на технику, друзья. Локти постоянно смотрят слегка назад. Штанга работает за головой. Вперед над собой не выводим. Вверху трицепс продолжает испытывать максимальное напряжение. А внизу, по возможности, без замаха, даем максимальную растяжку.
Если у вас есть проблемы с локтевыми суставами, обязательно бинтуйте или используйте налокотники. Можно кистевики. При подъеме штанги на бицепс в верхней точке пытаемся максимально сократить мышцу и удержать ее. В нижней точке даем максимальную растяжку, но при этом штанга не висит, не болтается. Растянули и сразу же вверх. Пиковое сокращение в верхней точке и максимальная растяжка в нижней. Полный контроль и контроль дыхания. Третий сет сегодняшней программы. Французский жим EZ грифом делаем сидя из-за головы. После выполненного французского жима лежа ровным грифом мы поменяли хват, кисть, добавили амплитуду. Вес, конечно же, должен быть податливым. Бережем ваши локти. Выполняем не менее 12, а то и 15 повторений в 3 подходах. И потом таким же грифом выполним подъем на бицепс. И после подъема штанги на бицепс ровным грифом, там хват у нас был на ширине плеч, даже пошире, а здесь мы изменили положение кисти, взялись узким хватом, тем самым делаем пик на наружную часть бицепса, как, впрочем, и само упражнение на скамейке Скотта проработает ваши пики, является мощнейшей связкой, даст хороший результат. Так, теперь по технике. Остается тот же принцип, как и во французском жиме лежа. Локти стараемся направлять назад. Штанга тоже идет не вверх, а туда назад, от корпуса. Глубина амплитуды приблизительно до ушей. Растягиваем. Ниже не надо. Не ломайте суставы. Как говорил я, вес податливый. От 12 до 15 повторений. Если в третьем подходе не тянете, уменьшайте вес. Напарник, налокотники, кистевики. Так, теперь бицепс. Выполняя на скамье Скотта, это однозначно тяжело. Что касается амплитуды, много споров ходит, сильно разгибает руки или не сильно. Конечно же, каждый спортсмен ориентируется по своим ощущениям. Ломать себе сухожилия не стоит, но помним, это изолированное упражнение. Оно предполагает относительно небольшой вес и все-таки максимально возможную для вас безопасную амплитуду. В верхней точке пиковое сокращение. Кисть не накручиваем, как у Андрея, ровная кисть. И спокойно, без рывков. Помощь напарника приветствуется. Четвертый суперсет сегодняшней программы – это бицепс с гантелями сидя, поочередно с супинацией, и разгибание на блоке одной рукой, также поочередно. То есть в первых 3 упражнениях мы работали и правой, и левой рукой одновременно в системе, в тандеме. И последний сет, естественно, каждая рука получает независимую нагрузку, независимую проработку.
добавляются все сателлиты, супинаторы, пронаторы на следующем упражнении. То есть доводим начатое до конца. Каждая рука получает свою отдельную качественную работу. Таких суперсетов у нас также 3. Разгибатель делаем от 10 до 15 повторений, а бицепс с гантелями от 8 до 12. Обратите внимание, в нижнем положении кисть возле бедра, полное включение, но за бедро, за себя не заводим. Это сложнее, чем двумя руками, но дает нам большую проработку и детализацию в конце, после тяжелых упражнений. Обратите внимание, друзья, мы с Андреем вроде бы оба делаем сидя, но углы наклона скамеек у нас разные. Почему? Ему удобнее под тем углом, где он может больше сконцентрироваться на работе бицепса. Мне удобнее под таким углом. У него градусов 50-60, у меня 40. Мне так для поясницы удобнее, безопасней, спина полностью прижата. Ноги, да, я ставлю в упор. Так гораздо четче и приятнее и удобнее, концентрация выше. А Андрей сидит более вертикально. И еще раз обращаю внимание на технику выполнения разгибания одной рукой. Видите, когда мы делаем одной рукой, она гуляет вправо-влево, в отличие от двух. Поэтому внизу делаем паузу, но не заводим руку назад. То есть вот у нас остается вектор направления силы. Растянули, локоть прижат, сократили. Растянули, сократили. Еще одна ошибка, локоть в сторону не отставляем. То есть трицепс получается работать по полной длине. Если вы отставите его в сторону, у вас подключится грудная. Это уже не совсем та работа. И в конце тренировки это неприемлемо. Лучше сделайте меньший вес рабочий и проработайте четко. Подведем небольшие итоги сегодняшней тренировки. Мы сделали 4 мощных суперсета. Первый суперсет разогрел торс, грудь, плечи, спину, бицепс, трицепс, соответственно. Вторые упражнения были пиковые, базовые, французский жим, подъем штанги на бицепс. Базу никто не отменял. Выполнили максимально возможными рабочими весами. Третье упражнение. Добавили немножко изоляции, так как французский жим сидя и подъем штанги на бицепс на скамье скотта. Упражнения изолированные, но выполняли штангами, также большими весами. И третье упражнение, как мы любим, разделили работу правой и левой руки поочередно, добавили немножко деталей. Таким образом получили полный комплекс упражнений, провели полный комплекс работы, который даст вам прирост мышечной массы, силы и сделает ваши руки красивыми. Уверены, вам эта программа зайдет, любому человеку, начинающему, среднего уровня. Ну, если кто-то из продвинутых тоже воспользуется, будем только рады. Поэтому ваши впечатления о тренировках мы ждем в комментариях и благодарим вас за внимание. Спасибо клубу Orange за предоставленную возможность. Андрей, Константин, Дмитрий, мастер софтбади. До новых встреч!